конечно, клиенты, все хорошо в этом вопросе, но этого мало. Это вот самый основной такой запрос, это отношения у меня, ну и самооценка. Это два таких вот самых. Но я, когда слушала медитации, мне не хватало там какого-то, ну это же должно быть что-то с психикой, то есть там недостаточно, вот слушай, как птички песенки поют. Это не товар, назовем это, первого потребления, да, то есть человек заходит на твою страницу, да, он видит, как ты разговариваешь, в принципе, тут тоже, как и в бьюти, идут на людей, человек идет на как продать быстро, если, допустим, превращаю мечты в деньги. В общем, есть у меня, конечно, клиенты, все хорошо в этом вопросе, но этого мало. Ну, то есть сарафанное радио, оно работает, но этого, конечно, становится мало. Поэтому начала развивать свой личный бренд в Инстаграме. Вот сейчас начала вести страницу. Понимаю, что, ну, вот какие ближайшие цели, да, наверное. Ближайшие цели у меня поднять, конечно, чек на консультацию, повысить, ну, вообще, чтобы было больше клиентов. Вот я хочу 20 для меня комфортно, вот 20 человек, чтобы у меня было, это еще 10 мне надо. Вот. Ну и что еще? Возможно, создать какой-то свой продукт, повысить узнаваемость, в общем, такое. А какой средний чек? $40 консультация одна. Это сейчас время Это 160. 160 злотых, да. Сегодня уже больше. Да? 160. Ну, 160 злотых, ну, мне платят 160. Окей. А сколько лет ты занимаешься? 3 года, вот практический опыт у меня 3 года сейчас. Онлайн или офлайн? Онлайн, только онлайн Только работаю. онлайн. Не на польском. Нет, польский не в Польше знаю. вообще психолог это врач, да, по-моему? Тут Ну, такого здесь, да, нет. там вообще очень сложные какие-то штуки, поэтому я пока не... Онлайн, то есть только созвон, да? В зуме, да, просто в зуме. Оффлайн нет. Оффлайн нет. Ну, в Киеве там я проводила сессии, но здесь я пока даже не понимаю, как это все организовать. Ну, и у меня клиенты, кто там в Исландии, кто в Испании, ну, то есть это таким А образом. сколько в среднем у тебя занимаются? Год, два, полгода? Всегда по-разному, то есть у меня нету такого, что я прям буду держать человека в терапии там до последнего. Мне важно, вот мы решили запрос, человек не хочет там, ну, важно, чтобы человек сам хотел над этим работать. Ну вот максимум, сколько занимаемся, вот сейчас одна клиентка, 2 года мы работаем, это максимум на данный момент, да, то есть нету такого прям. А какая твоя сильная сторона? Вот какие проблемы чаще ты решаешь? Это вот самый основной такой запрос, это отношения у меня, ну и самооценка, это два таких вот самых. Ну и, естественно, там само собой идет там и финансовая сфера, там карьера, бизнес, поиск себя и так далее. То есть Кто вот где всё. себе находил психолога по знакомству? В Инстаграм. Сарафан. Вот. Розмова тисячу. Это вот все то, что мы знаем. Я знаю, что это сейчас на слуху, люди это любят как бы. Но я, когда слушала медитации, мне не хватало там какого-то, ну это же должно быть что-то с психикой, то есть там недостаточно, вот слушай, как птички песенки поют. Поэтому я вот, пока их сама слушала, мне пришла такая идея. Вот сейчас в разработке, думаю, что это будет. Располагает к себе как эксперт, да? Да? О, Да. Спасибо. Давай микрофон сейчас Дойдем. Смотрите, психология вообще в целом. Есть психология, есть психотерапия. Если это психотерапия, это одна целевая аудитория. Там в основном люди идут с болью, как с зубной болью. Они не идут в Инстаграм, они не идут в соцсети. Это реально, когда уже у человека болит, комплексы, агрессия, там, ну то есть и неполноценная жизнь. Вопросы уверенности, счастья, отношений, да, это тоже где-то как мозоль на ноге, но в целом это не товар, назовем это, первого потребления, да, то есть зачастую мы идем к психологу уже когда все, капец, уже там ругаемся каждый день там или что-то такое. На грани развода, Да, как правило. да, а заранее, вот, да, там или в семейную, или в личную, заранее редко кто идет, это надо обладать таким уровнем сознания, ответственности, это все лень, это все не хочется, еще и деньги на это тратить, вот, поэтому из того, что работает в этой нише, и из того, где можно хорошо прогреть. Это, конечно же, соцсети. Ты, я думаю, прекрасно понимаешь, что важно и контент, важно и... Но в целом, вот смотри,
Человек заходит на твою страницу, да, он видит, как ты разговариваешь. В принципе, тут тоже, как и в бьюти, идут на людей. Человек идет на человека. Нам надо почувствовать там голос, да, там увидеть внешность. Мы идем по наитию. То есть мы можем иметь крутые кейсы, там 15 лет опыта, но если человек не располагает, если он не умеет правильно себя подать, если он не умеет правильно себя там, да, расположить как-то, то есть не вызывает доверия, ну, тут сложнее продать. Как продать вообще эту нишу, да, через личный бренд? В первую очередь надо транслировать свою, как бы, да, человечность, что ты просто человек, и тебе не чуждо все, что проживают твои клиенты. Очень часто психологи забывают о том, что их выбирают не за заумные статьи, не за заумный контент, не за пользу. Вот очень часто я захожу в группы, там, да, телеграм-каналы, польза, там, подыши маткой, там, постой на голове и все остальное. Но они забывают показывать свою человечность. И как только вот они начинают транслировать, что им знакомо там где-то переедание какое-то, какие-то комплексы, что они чего-то испугались, и показывают путь, как они с этим справились, это гораздо больше располагает. Второе, как продать быстро. Если, допустим, ты прогреваешь, да, у тебя есть контент экспертный, продукты — это самое первое вообще, что может помочь продать эту нишу, потому что психология — это воздух. Ну, то есть, да, это нельзя взять, пощупать, это не даст мгновенного результата. А если мы добавляем в эту нишу то, что можно уже сейчас потребить, то есть, да, что мы можем дать им потребить? Какие-то гайды, ивенты, офлайн. Вот медитация — это мега классная тема, но я бы добавила еще что-то. Я бы добавила, может какое-то комьюнити свое. У тебя есть какой-то телеграм-канал? Нет. Вот смотри, я думаю, что ты офигенно красивая, ты классно разговариваешь, тебе вот прям сцена по тебе плачет. Я думаю, что тебе можно делать какие-то девичники, но сделать их интересными, потому что зачастую просто порисовали, там, вот возьми, знаешь, какой-то прям сделай себе план, допустим, на 4 ивента, и возьми прям, изучи, сделай каздевы, знаешь, что такое каздевы? Да, изучи прям какие-то боли основные, которые вот сейчас там с переездом может быть связано. Вот сегодня мы озвучивали, да, что там сомнения какие-то. Можно взять какие-то 4 темы такие интересные. На ивенты здесь ходят хорошо. Вот что бы я ни делала, в какой бы нише я клиентам не делала, и по обучению, и так, на ивенты идут здесь наши хорошо, потому что всем не хватает коммуникации. Ну и вот Жанна говорит хорошо, что она нашла на ивентах. Это имеет место быть, потому что, ну вот одно дело, когда я вижу тебя вот так в экране, а второе, когда я вижу тебя вот так. И тут тоже момент, что ты им дашь с собой. Потому что они пришли на ивент, да, они прогрелись, например. Но им надо время подумать, потому что это не зуб, который вывалился, да, или там, да, это не срочно, им надо погреться. Вот тут медитацию можно дать на флешечке, можно дать как-то скачать. И обязательно что-то дать с собой в сумку, положить, понюхать, потрогать, чтобы они, или там на первое посещение. Но многие сейчас до сих пор думают, что психология — это значит, ты чокнутый, что-то с тобой не так. Тут надо, вот знаешь, зайти немножко с другой стороны. Вот будь просто человеком, знаешь, и говори, что ты помогаешь жить качественно, жить счастливо. Вот. Потому что очень часто все думают, да ну что, я пойду к психологу, я же чокнутая. Ну тут до сих пор есть такое. И тут вот как раз момент быть просто человеком, и вот эти все зажимы, все это через контент, через трансляцию себя. И вот этими офлайнами, потому что когда люди в онлайне будут видеть, что ты в офлайне, к тебе приходят, что есть какой-то движ, это вызывает доверие, это располагает. То есть когда твоя экспертность направлена на толпу, ну вот примерно вот так, это очень хорошо там тоже располагает, подкрепляет твою экспертность. Это тоже имеет место быть, и это не очень затратно. Ну и в любом случае тебе вот, кроме медитации, надо подумать какой-то запуск, знаешь, мини, может быть какой-то небольшой марафон. Потому что все, что связано с уверенностью в себе, все, что связано с отношениями, а еще сейчас на пике эзотерика, но я не знаю, до сих пор не могу понять, почему, наверное, в любой кризис все ищут волшебные таблетки. Да, чтобы, поверь, эзотерика, там запуски на 100 тысяч, на 150, боже, как, почему? Но в целом, как бы, вот эти все моменты прокачки себя, назовем это так,
там большие заработки. Вот пока такое время кризисное, пока продюсеры начинают это все дело запускать, и если ты сейчас это начнешь делать, ты будешь там одна да, из первых, и в принципе все может быть держаться долго хорошо. А вот если оффлайн, я думаю, это что-то вроде девичник с психологом? Да, Это что-то такое? да, да. Я думаю, что можно брать какого-то спикера совместно. Какая у тебя может быть смежная ниша? Что-то по арома, сексолог, арома что-то связано. Вообще очень хорошо. Арт-терапия можно, да. Вообще в этой нише продает хорошо понюхать, пощупать и услышать. Вот если ты максимально эти рецепторы включишь, чтобы человек пришел, посмотрел, понюхал, послушал, еще и что-то дать с собой в руки, призыв к действию какой-то, потому что ты прогреть их прогреешь, но их же надо подпихнуть, потому что Почему я очень долго сопротивляюсь, продолжаю сопротивляться, сопротивлялась, но сопротивляюсь на самом деле вот этим всем марафоны, все вот эти быстрые штуки, ну как там быстрые, там в течение месяца пройди, прослушай лекции, потому что, ну вот в моем понимании, конечно, лучше, когда человек работает в терапии, Да, когда наблюдаешь. И я вот даже если взять вот групповые встречи, тоже думала вот про оффлайн на прошлой встрече, когда ты много говорила об этом, у меня прям идея такая тоже, как оффлайн сделать. Но проблема в том, что вот за одну встречу, там, за 3 часа, ну не получится. Смотри, для тебя нет, вот смотри, чтобы у тебя не было этого затыка, ты пойми, что любой ивент, любая медитация, любой марафон для тебя это вот как первая ступень лид-магнит. Это все инфоповод. У тебя вот это первый шаг с тобой прикоснуться, дальше идет работа с тобой. То есть твоя задача вот этим всем себя в первую очередь зарекомендовать, чтобы у тебя было для контента, там, для инфо. То есть инфоповоды это упоминание тебя вообще, это знакомство с тобой. Это вот первое. А дальше уже работа с тобой. То есть ты при помощи ивентов, марафонов, это просто инфоповоды. Ты же не будешь хайповать, правильно? Не будешь, потому что у тебя очень серьезная доверительная ниша. Вот они здесь прощуп, это недорогие продукты. То есть ивент, ну сколько он будет стоить? Ну 100 злотых, там, сколько медитация будет стоить там. Ну то есть это такое что-то прогревочное, ознакомительное, где ты уже подталкиваешь идти к тебе в терапию. То есть ты не должна здесь говорить, что за эту медитацию, за эту ивент ты решишь какую-то проблему. Нет. Нет, нельзя этого говорить. Ты знакомишься, ты даешь чуть-чуть пользы, и оно что-то изменит немножко в жизни. Вот всегда после наших сборов у всех какие-то инсайты, что-то меняется, люди знакомятся, то есть что-то все равно происходит. Это инфоповод. Для меня, как для эксперта, как для маркетолога и продюсера, это тоже инфоповод. Потом кто-то из вас у меня что-то покупает, кто-то со мной работает, кто-то у меня покупает обучение, запускается и так далее. То есть это все, вот здесь у тебя запуски, вот здесь у тебя марафоны, здесь у тебя ивенты, а здесь у тебя работа с тобой. И ты отсюда берешь людей сюда. Здесь у тебя лид-магнитов может быть 10 штук, и ты их всех ведешь вот по воронке сюда. Есть можно сделать, допустим, человек пришел к тебе на ивент, и ты его завела на марафон, он у тебя 2 раза погрелся, купил у тебя 2 раза, а потом пошел к тебе на долгую работу. Бывают и такие люди, которые греются 2 подхода, да, не сразу там, особенно вот то, что мы сейчас продаем по инвестициям, там вообще дорогие курсы, там 4 шага, там 3 дня бесплатные вместе с инвестором, там пока ты прогреешь на эти $2500, но у тебя нормальный чек, как бы, но я бы на самом деле уже бы, может быть, и поднимала чек. Когда ты начнешь инфоповоды делать, у тебя начнет расти узнаваемость, экспертность, подтвердишь, уже вот здесь можно будет чуть-чуть поднять. Сколько сеансов идет? За 160? 50-60 минут. 50-60. Насколько я помню, у вас... Превращай